Так, станция Санкова прибывает сборный из Рыбинска и сразу же отправляется пригородный на Савелово. Он уходит с вокзального пути, проезжает мимо паровоза Памятника, съезжает по съезду на главный путь и далее уходит направо в сторону Кесовой горы и далее на Савелово. Как же я соскучился по северной глубинке. Сейчас бы съездить на станцию Санкова, в Рыбинск или вообще в Ярославль. Вспомнил! Ведь завтра 14 января и последний день, когда поезд Деда Мороза едет по России. И он как раз будет в Ярославле. Значит, нужно ехать в Ярославль и фотографировать его. Тем более он будет там с синей Машкой, которую покрасили специально для поезда Деда Мороза. Сейчас я найду авиабилеты на лучшем поисковике дешевых авиабилетов Aviasales из Москвы в Ярославль. Ну-ка посмотрим. В смысле нет билетов из Москвы в Ярославль на самолет? Ну да. Из Москвы в Ярославль самолеты ведь не летают. Зато туда ездят автомобили. И это отличный повод арендовать за 600 рублей в час большую китайскую машину в каршеринге City Drive. Кстати, вот вам промокод City Drive. Регистрируйтесь с ним, и мы с вами получим бонусные баллы. Но разве можно по дороге в Ярославль не засунуть свой нос на ярославское направление Московской железной дороги? На платформу Симхоз, на мою любименькую платформу Симхоз с отличным пейзажем и с железными столбами. Сейчас здесь поедут два пассажирских поезда, оба с электровозами ЧС-7. 101 скоростной дневной экспресс Ярославль-Москва и единичка Владивосток-Москва. Повезет ли нам сфотографировать с ними интересные локомотивы? Сейчас узнаем. Как тебе Кософара ИД-4? Она отвратительно пидованная. Давайте белую. Это в смысле вот такую, что ли? Да, именно так. Блин, сорян, таких здесь уже не водится. Сейчас раннее утро, солнце еще не встало, и на улице легкий туман. Если кому-то из вас интересно, то снимать я буду вот с такими параметрами. Чувствительность 800, выдержка 1,640 и диафрагма 5,0. Эти параметры должны подойти для съемки скоростного поезда номер 101 Ярославль-Москва. Итак, друзья, наш первый поезд — это дневной экспресс Ярославль-Москва номер 101. Он доезжает от Ярославля до Москвы за 4 часа 23 минуты. Ежедневно курсирует 3 пара таких поездов. И традиционно везет его электровоз ЧС-7, более старый, поскольку более современные электровозы ПДВК не выдерживают его график, требующий больших ускорений. Следующий интересный поезд — это Владивосток-Москва, который едет через всю Россию и находится в пути 6 дней и сколько-то там часов. Так, вон он уже появился. Ну-ка, какой там локомотив? Да это же ЧС-7 011, единственный ЧС-7, окрашенный в синий цвет, о котором я рассказывал вот в этом видео. Прежде чем ехать в Ярославль, можно сфотографировать еще и электричку. Ну-ка, ЭД-2Т. ЭД-2Т. Это же рижская электричка, построенная в России. Ну, точнее как, ее спроектировали на Рижском вагоностроительном заводе, потом распался Советский Союз, и производство перекочевало в город Демихово, где электричка получила обозначение уже ЭД, электропоезд Демиховский. Погоди-ка, это ЭД-4? Ну и ладно, невелика разница. У них одинаковый кузов, и в принципе они практически ничем не отличаются. Ну что же, крутые фотографии около платформы Симхоз сделаны, я доволен. Не каждый день можно сфотографировать классный синий ЧС-7.
Итак, друзья, мы наконец-то доехали до Ярославля. И гвоздь нашей программы — это поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция новогоднего волшебника, который катается по России и в различных городах дает праздничную программу для всей семьи. Подробнее о поезде Деда Мороза я уже рассказывал аж в 2 видео, поэтому сегодня повторять все то же самое не буду. Просто посмотрите их по ссылкам в описании. В этом году поезд Деда Мороза интересен тем, что специально для него покрасили тепловоз ТРЕМ-62У 0058 в синий цвет, за что можно только поблагодарить Октябрьскую дирекцию тяги. Спасибо! Пожалуйста, покрасьте еще больше тепловозов в красивые цвета. Видеть больше невозможно этот корпоратив. И, естественно, поскольку синяя тройная Машка — это мега круто, все любители железных дорог России кинулись ее фотографировать. И таким образом фотографий с этой Машкой уже, наверное, столько, что по объему они занимают место больше, чем архив Пентагона. А сегодня последний день путешествия Деда Мороза, которое началось в ноябре 2022 года. И мы на станции Филино, рядом с автомобильным путепроводом, с которого и будем делать нашу сегодняшнюю фотографию. Напоминаю, что в прошлом году поезд Деда Мороза возвращался в Москву тоже с тепловозом ТРЕМ-62У, только он был в корпоративных цветах. Потом в Александрове прицепили ЧС-6, а в Пушкино был паровоз П-36. Но все это вы, конечно, можете увидеть в моем прошлогоднем видео. Традиционно снимать крутой поезд приехала целая толпа. Мы вчетвером и еще вон те двое, но они уже убежали. Пацаны, показывайте ваши фотки. Давай, что у тебя? О, крутая фотка. А у тебя что вышло? О, круто. А у тебя что вышло? О, круто. А у меня что вышло? А, у меня вот так вышло, прям сразу с обработкой. Найдите 10 отличий. Традиционная рубрика на моем канале. Как и в прошлом году, поезд Деда Мороза проехал почему-то с небольшим опозданием. Правда, в тот раз он опоздал почти на час. Теперь у него будет небольшая стоянка в Ярославле, и он поедет в Москву. На станции Лосиноостровская тепловоз уступит место паровозу. И таким образом он еще поколесит по Москве и в итоге приедет на Киевский вокзал. А сегодня мы катаемся на Chery Tiggo 7 Pro. Что значит Chery? Это что, ягоды, да? Вишенка. Короче, большая машина, которая лично мне очень даже нравится. У нее хорошо крутится руль, у нее есть круиз-контроль, которым я с удовольствием пользуюсь. У нее вместо ручки переключения передач джойстик, и у нее сенсорная панель вместо кнопок. Но это уже кому как. Лично меня все устраивает. Отличная машина, тем более, что и стоит она 600 рублей в час. Короче, City Drive, вот. Регистрируйтесь, промокод вводите. Славик, как тебе тачка? Хорошая, быстро разогревается на морозе, если можно так выразиться. Просто хороший кроссовер, вопросов мне к нему нет. Спасибо. А как тебе машина? Машина отличная, теплая. Ага, как тебе машина? Мне все понравилось. Я снял синюю Машку, еще поеду домой публиковать ее. Спасибо. Синяя Машка творит чудеса. Если в прошлом году я сфотографировал поезд Деда Мороза только один раз, и то, когда он поехал с электровозом ЧС-6, то сейчас я поймал его и 30 декабря около Коврова с паровозом П-36, и 8 января с Машкой около станции Шестихино, и теперь вот еще в Ярославле, опять с Машкой. А сейчас паровоз наверняка едет где-нибудь по МЦК и скоро прибудет с паровозом П-36 в очередной раз на Киевский вокзал. Правда, я не поеду его ловить, потому что я хочу домой.
И если вы думали, что я сделаю длинное видео про поезд Деда Мороза после того, как сделал уже целых 2 видео про поезд Деда Мороза, то нет. Поэтому сколько получилось минут, столько и получилось. Но я надеюсь, вам понравилось. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите другой контент на канале Блог ЖД Фотографа. С вами был Игорь Абросимов. До новых встреч!